Привет, это Технозон. Сегодня у нас Magicsy N5 Plus. Вот такая вот интересная коробка с возможностью подключения SSD или HDD в ваш этот Smart TV Box, вернее в этот Smart TV Box. На осень 2019 года это новинка на iMlogic S905X3 процессоре с частотой 1,9 ГГц. Очень неплохая конфигурация, 4 ГБ оперативной памяти DDR4, 64 ГБ хранилища. Есть у нас на боках различные интерфейсы USB 2.0, USB 3.0, разъем для TF-карт, LAN, SPDIF, аудио-видео, HDMI, все это вы увидите на распаковке. Но у нас есть вопрос здесь с охлаждением. Все подробности этого самого охлаждения вы увидите в самом видео. Советую досматривать до конца, дождаться нашего резюме. Ссылки на данный девайс лежат в описании под видео. Цена для таких возможностей, в принципе, она невысока, но я бы, конечно, 2 раза подумал перед тем, как приобретать Magicsy N5 Plus. Почему? Потому что у вас, знаете, это относится, наверное, к категории людей, руки не для скуки. То есть какое-то охлаждение нам придется допиливать. Хотя, с другой стороны, по плюсам. Поехали по плюсам, разберем и по минусам. Есть root, есть hardware монитор. Это монитор в строке состояния, как у Югус, в принципе. То есть там можно посмотреть частоты процессора, нагрев, можно посмотреть загрузку. Есть обалденный Wi-Fi 2х2 MIMO, 2,4 ГГц вообще у меня показывает 140 на загрузку, 140 на выгрузку. Я перепроверял на разных роутерах и дома, я вам скриншоты покажу и в студии. 5 ГГц больше 200 мегабит, но пожлобились. LAN RJ45, здесь 100 мегабит. Если вы поставили 1000, вообще цены ему не было. Немного доработать охлаждение, чуть припилить радиатор другой, и будет вообще очень достойный Smart TV Box. Надеюсь, еще и Android TV прошивку на него запилят. По скорости чтения с внутренней памяти и скорости чтения самого интерфейса SATA мы тоже проведем тесты в процессе обзора, следите. По всем минусам, которые есть. Есть у нас с вами небольшие дропы в YouTube, то есть пару кадров сбрасывала, но они решаются именно дополнительным охлаждением. То есть все проблемы вообще данного Smart TV Box пропадают после того, как вы начинаете его охлаждать. Охлаждать или нет, решать вам. Переходим к самому обзору, вернее сначала к распаковке, потом к обзору. Ну а также нажимайте подписываться на колокольчик, потому что я боюсь, что вы пропустите все эти интереснейшие обзоры Smart TV Box, гаджетов, девайсов, программ, но еще очень много интересного будет у нас на канале. Но сейчас я, Бабл, на канале Технозон, начинаю обзор этого Magicsy N5 Plus. И говорю вам хавабанга, ребята, это же бубльгум, поехали. Итак, Magicsy N5 Plus с SSD и HDD поддержкой 2,5 дюймов. Слушайте, ну интересный, конечно, концепт. Насколько он жизнеспособен, будем с вами сейчас проверять. У нас с вами сзади заявлены характеристики. Это S905X3, 4-ядерный Cortex A55, 4 ГБ оперативной, 64 хранилища, двухдиапазонный Wi-Fi 2х2 MIMO, Bluetooth 4.1, 1 USB 2.0, 1 USB 3.0 и Android 9. Больше здесь ничего интересного для нас нет. Давайте вскрывать и смотреть, что у нас внутри. Вот такая вот коробка, она запечатана. Сразу ее отложим, посмотрим, что у нас в комплекте, а потом уже продолжим с вами смотреть, что из себя представляет коробка. Есть антенна, черная лопатка, по-моему, на 8 dBi, по-моему, могу ошибаться, может быть на 5. Есть у нас HDMI кабель, есть у нас блок питания у нас 12 вольт, 1,5 ампера. И есть у нас пульт, достаточно необычный, как, знаете, привык в Magicsy дешевое какое-то фуфлицо лежало. Здесь лежит такое же дешевенькое фуфлицо, но, по-моему, с подсветкой и программируемыми кнопками для телевизора. Единственное здесь положительное — это цифровая панель, можно управлять IPTV хорошо, то есть вводить каналы, и есть вот эти вот программируемые синие кнопки. Сзади даже есть инструкция, как его программировать. 5 секунд зажать. Ну, короче, мне это не интересно, потому что этими пультами не пользуемся. Пользуемся другими. Что из себя представляет сам Smart TV Box? Сейчас мы с вами выясним. Но он большой. Он достаточно большой. Спереди у него на панели пленочка, ее сразу же убираем. Снизу у нас есть отверстие для охлаждения. И у нас есть с вами, сейчас покажу, отсек для жестких дисков. Вот он. Отсек для жестких дисков. Насколько вообще, я вам скажу, неправильно сделано охлаждение, могу сказать это уже даже на старте тестов. Почему? Потому что
Сейчас мы с вами разберем. У нас здесь есть охлаждение, вернее диффузоры для охлаждения. И здесь. Если ваш SSD ложится сюда, то мы усиленно начинаем его греть. То есть у нас по принципу конвекции захватывает воздух отсюда и начинает греть SSD вот через эти отверстия. По идее, если вы уберете SSD, то все равно ничего хорошего у нас не приносит, потому что по тому же принципу конвекции он поднимается под крышку и возникает у нас такой себе парниковый эффект. Он по идее должен был бы выходить в боковые диффузоры, но мы видим, что они высоко, и я не знаю, как это все будет работать. Мы обязательно проверим с вами охлаждение, возможно даже его видно отсюда, там, я не знаю, насколько вам видно, там маленький радиатор, и я вот уже прогнозирую, что придется, наверное, колхозить какие-то вентиляторы, но в принципе здесь охлаждение легко сделать, если у вас нет никаких предрассудков насчет разбора этого самого Smart TV бокса. Слушайте, он выглядит вообще цельнолитым. Как его вообще вскрывать, для меня большая загадка. Давайте попробуем подковырнуть одну из ножек. Возможно, там у нас есть винты. Винтов нет, понятно. Прикрутили обратно. Все нормально. Слушайте, как же он разбирается? Я подозреваю, что он разбирается только через верх, каким-то образом. Ух, и чудо китайской техники. Ладно, устанавливаем SSD диск. Будем тестировать, что у нас там будет показывать наш Smart TV Box под нагрузкой. Я уже прогнозирую, что он будет греться, несмотря на то, что здесь достаточно хороший процессор. И вроде бы стандартное для этих процессоров охлаждение. Это маленький радиатор, как они любят. Ну вот конструкция корпуса столь неудачная. Прикрутим с вами антенку. Будем тоже тестировать Wi-Fi. По интерфейсам у нас здесь есть разъем антенны. LAN 100 мегабит. SPDIF. Это открывание-закрывание крышки. Аудио-видео. HDMI. Разъем питания. USB 2.0. Разъем для TF-карт. И USB 3.0. Больше ничего нет. Есть боковые диффузоры охлаждения. Насколько они эффективны, непонятно. Спереди у нас есть панель с часиками. И, в принципе, я уже готов переходить и обозревать его. Magic C N5 Plus у нас включен интерфейс, очень сильно похож на Magic C N5, который у нас был на Rockchip на обзоре. Кстати, интерфейс действительно интересный. Вы сразу же видите вверху информационную панель с температурой и нагрузкой процессора. Но здесь мы немножечко позже с вами посмотрим, что это за информационная панель. Нет у нас шторки, есть у нас строка уведомлений и есть у нас строка навигации. В принципе, это все рабочее. Можно нажать на недавние программы, посмотреть, какие программы у нас есть в фоне. И есть у нас с вами вот такой вот интерфейс, который позволяет добавлять различные плитки. Это удобно, интерфейс мне нравится. Давайте попробуем сюда добавлять кучу всякого интересного и посмотрим, как это будет выглядеть. У нас переключается дальше экран. Все это дело оптимизировано под пульт и идет право-лево, лево-право. Также у нас есть с вами очистка памяти. Есть тут написала, сколько она убила процессов. Убила один процесс. Неважно. И внизу есть у нас панель. Интересно, здесь можно заменять кнопки? Нет, нельзя, к сожалению. Вот я зажал YouTube, он запустил YouTube. Было бы неплохо, если бы можно было менять эти кнопки. Вообще, это было бы вообще шикарно. Но, к сожалению, этого не реализовали. По меню настроечек у нас с вами есть самое стандартное меню. Он сейчас подключен к Wi-Fi 5 ГГц. Здесь есть сети интернет, где есть 5 ГГц, 2,4 ГГц, LAN RJ45 на 100 мегабит. Кстати, разобрались. И вот мы видим, есть MG Settings. Очень сильно похоже на X2 Settings от Yugus. И, кстати, его они слезали. Слезали не весь X2 Settings, а слезали root. Вы можете инсталлировать root и можете его убрать. Но как только вы инсталлировали root, у вас будет постоянно гореть вот эта хрень, вот эта решетка вверху в строке уведомлений. И каждый раз она будет вылазить. Но root нам нужен нам для того, чтобы поднять FRD и заработал автофреймрейт. И Hardware Monitor. Вот здесь
Блин, интересно. Они скопировали практически полную аналогию, но забыли, вернее, не подсмотрели, как это сделал Югус. Он это сделал аккуратненько в правом уголочке экрана. Здесь они взяли и все вот разместили таким образом, что вся панель у вас сверху занята вот этой информационной панелью. Может быть, они специально, кстати, вот дисплей мод можно показывать. Может, они это сделали специально для того, чтобы скрыть вот недостаток того, что нет шторки. Не знаю. Bluetooth у нас, походу, изначально отключен, а мы должны его подключить, потому что мы должны с вами протестировать игровые возможности. Подключаем наш IPEGA 9090. Плохо, что автоматически не убирается вот эта вот панель уведомлений, то есть вам придется либо ее скрывать постоянно, либо держать подключенной. Нам она нужна, потому что мы следим за температурой. Геймпад заработал, потом будем проверять, как он работает в играх. Поехали дальше. Droid Settings. Droid Settings у нас очень урезан. Здесь есть у нас только дисплей. Он поддерживает от 480p до 4К 2К SMPTE, 4К 2К 60 Гц. HDR работает. HDMI цик работает. И у нас, HDMI цик работает настолько, насколько у него есть опции, да, допустим, если мы зайдем Auto Change Language, сразу советую убирать, иначе у многих вылезет китайский язык, который берет инфо из каких-нибудь телевизоров, или корейский язык. Такое уже очень часто у меня спрашивают в комментариях, как сделать так, чтобы приставка не меняла язык. Аудио output абсолютно стандартный, здесь мы ничего не трогаем, и Power Key Definition — это выбор действия по кнопке включения или выключения. Что у нас есть еще? В самом меню у нас больше ничего нет. У нас встроен из коробки AirScreen. Вы можете сюда транслировать, допустим, тот же самый Chrome. Он поддерживает Chromecast. Давайте запустить сейчас. Но есть проблемка одна. Так как у нас нет шторки, то вот эту вот фигню, нажмите для получения подробной информации, убрать не получается. То есть работает это все дело глюкаво. То есть то, что он подключится, это факт. Мы сейчас попробуем с вами зайти в YouTube в одной сети. Главное, чтобы мы были, а мы, по-моему, в разных сетях. Сейчас подключимся на ту сеть, в которой находится TV Box. То есть если я вышел в главное меню, то эта вот фигня, AirScreen запущен, висит. Попробуем, у меня Miracast не появился почему-то. Давайте попробуем беспроводная проекция. В одной сети, кстати, они находятся. По беспроводной проекции я его тоже не вижу. Давайте проверим сеть. Технозон 5G тоже подключена, но AirScreen он не видит, поэтому мы понимаем, что эта опция либо сыровата, либо просто-напросто не работает. Для того, чтобы удалить эту фигню, нам придется закрывать приложение принудительно. Вот это вот уведомление мы никак не снесем. AirScreen был установлен из коробки. По AIDA 64. То, что у нас здесь SATA диск стоит, это хорошо. Насколько он будет греться, непонятно. N5+, боже мой, здесь все так напихали. N5+, 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 аппаратура M-Logic, конечно. Памяти 4 гигабайта, доступной памяти 2,6 у нас свободной. Всего в внутреннем хранилище 64 гигабайта, свободно у нас 47 гигабайт. Не знаю, пока у меня двоякое впечатление. Кстати, вот подключен у нас жесткий диск на, не жесткий SSD, там стоит на 240 гигабайт. Процессор это ARM Cortex A55, AMLogic S905X3 на 1,9 ГГц. У нас с вами 4 ядра по 1,9. За отображение отвечает Mali G31 с OpenGL ES3.2, хотя реально там, наверное, 3.1. Температурные датчики доступны. Температура в простое 59-60. Насколько скажется, я уже говорил при распаковке, насколько скажется установка SSD, вот эта вот конструкция его и то, что там маленький радиатор, мы сейчас с вами будем проверять в тротлинг тесте. По кодекам там все понятно, все стандартно, AMLogic-овская тема с 4К 60 FPS в YouTube, все тоже просто отлично. Поехали по результатам наших тестов. Мы очень много тестов сохраняли, очень много тестов проводили. Блин, слабовата прошивка, конечно. Так, скриншоты наши. Давайте поехали по скриншотам. Сетевые возможности. 5 ГГц. У нас показывал 198 на 224. Здесь достаточно неплохой Wi-Fi, учитывая то, что у него антенна, такая лопатка, и сам по себе они заявляют, что здесь Wi-Fi 2 на 2 AMO. LAN RJ45 это стандартная сотка, хотя могли в такой LAN, хотя могли в такой бокс, если уже позиционируете его как бокс для того, чтобы качать что-то на жесткий диск, вернее на SSD или жесткий диск, который здесь установлены, могли в принципе поставить нечто поинтереснее. И у нас 2,4 ГГц,
Вот это вот я не поверил. 140 на 111. 2,4 ГГц здесь работает лучше, чем пятерка на многих. Я хочу проверить еще на студийном роутере, потому что это было нереально. Я вчера перепроверял раза 3 или 4. Давайте переключим на 2,4. Попробуем вот даже на самый даже на самый дешевый роутер, на Tenda EC10 попробуем. Стартуем и получаем примерно такие же результаты. Даже на Tenda EC10. Слушайте, это 2,4 ГГц. 146, 147, 140 мегабит на загрузку. Я реально вот в этой коробке просто охренительные 2,4 ГГц. 140 на 150. Я вот, если бы я не видел своими глазами, я бы не поверил. Так что мы убедились, что у нас 2,4 роутер, ой, не 2,4 ГГц здесь действительно в коробке крутые. Но есть у нас одно но, это тротлинг-тесты. Сейчас мы с вами увидим тротлинг-тест в студию, скажем так. И то, что я говорил, что конструкция говно, то есть они тупо не доработали охлаждение. И на самом деле обидно. Почему? Потому что очень-очень легко было доработать его, установив немного больше радиатор для лучшего рассеивания тепла. И плюс вот это вот плохо, что греют SSD диск или HDD диск, который здесь есть. По тротлингу он у нас тротлил до 62% и температура была 76 градусов. Само собой у нас очень сильно падала производительность. Но теперь минуточку. Мы проверяли, то есть это конструктивная особенность прошивки, либо проблема охлаждения. Мы взяли вот такой вот вентилятор 120-ку, обыкновенный USB, просто-напросто положили его под ТВ-бокс, само собой поставили его на мелкие ножки, для того, чтобы у нас был зазор между вентилятором и самим ТВ-боксом, и поверхностью. Включили этот вентилятор, он сейчас заработал. Не знаю, слышите вы его или нет, сейчас поднесу микрофон. То есть он так еле-еле тарахтит. Это низкооборотистый вентилятор, вернее он работает сейчас от 5 вольт, у меня отключен контроль оборотов желтый. И у нас есть второй тротлинг-тест, именно просто-напросто с этим вентилятором. И это абсолютно чистый тротлинг-тест в зеленой зоне с установленным SSD. И он не нагревался выше 70 градусов. То есть у нас получается ситуация, что хороший ТВ-бокс, хорошая задумка, есть SSD, есть root, можно установить автофреймрейт, все хорошо. И взять вот так вот оплошать с охлаждением, не знаю, это очень-очень обидный момент. Но мы в любом случае убираем вентилятор, вверху следим за температурой и будем смотреть, насколько хватит или не хватит его мощности и насколько сильно он прогреется. Мы будем в процессе тестов обязательно подкладывать, для того, чтобы понимать, насколько влияет именно система охлаждения. Мы должны с вами понять, что именно с помощью какого-нибудь элементарного, более-менее большого радиатора мы сможем его с вами доработать до идеального состояния, потому что аппарат на самом деле неплохой. Начинаем с вами тестировать мультимедийные возможности. Будем тестировать их с жесткого диска. Для начала воспроизведем наши все эти тестовые ролики, тестовые фильмы. Запускаем через VLC, потому что сразу хочу проверить проброс звука. Так. Нажимаем цифровой выход звука сквозной и смотрим, что у нас получилось. Dolby Digital есть. 49 гигабайт с этого внутреннего хранилища само собой заработали и заработали отлично. И раз уж мы здесь, то сразу же проверим тяжелый, вот, допустим, Jellyfish 400 Mbps. Давайте на стоковом проигрывателе обязательно. Он заработал отлично. Работает хорошо, все супер. Но нам нужно понимать не только, как он декодирует Jellyfish, но нам нужно еще понимать, как он декодирует звук. Кстати, Sony Triluminous Demo. Обожаю эту демку, потому что здесь просто цвета обалденные. Смотрим на температуру. Температура в проигрывании 4К тестовых роликов, это без вентилятора. Вентилятор вот он. У нас не поднимается выше 65 градусов. Будем наблюдать с вами в течение всего времени тестов. Нет, 65 взяло. И пускай играет, ждем. Держится температура в районе 65 градусов. 65,1, 64,6, тут он колеблется. Давайте еще попробуем какой-нибудь. Ладно, 4К Cars and Chips. Все делаем на стандартном плеере. А вот здесь, кстати, температурка повыше. Кстати, 4К Cars and Chips это тяжеловатый файл.
блин, не знаю, тоже 65 градусов, и он немножечко он немножечко профризовывает. Профризовывает 4К Carson Chips, это видно. Это видно, я подозреваю, что это связано со скоростью пропуска самой шины SATA. Не со скоростью SSD, а именно SATA шины. Попробуем сейчас проверить скорость именно этой шины. Что-то у меня есть подозрение, что здесь не все так чисто. Хотя 400 Mbps, но правда 400 Mbps ваш 265 кодеки оно пропустило. Давайте еще тогда один тестовый ролик. А самсунговский проигрывается просто идеально, но температурка уже подбирается к 67 градусов, и она уже подобралась даже, поэтому вот все-таки думаю, что мы до 70 доберемся без проблем при проигрывании каких-то 4К роликов более тяжелых. Давайте проверим на момент транскодирования звука Dolby Digital Plus через VLC, потом проверим в коде это все действие, и Dolby Digital Plus у нас работает. Это закрывает вопросы Dolby Digital PL2 Movie и Dolby Digital True HD через VLC тоже. Сейчас попробуем. К сожалению, нет. Dolby Digital True HD нет. Если я включу Dolby Atmos звук, то он пойдет у нас как Dolby Digital Plus. Так. DTS SFX Long Lossless. Здесь мы проверяем. DTS HD Hi-Res появился и пропал. Вот так вот. Еще и приставка погасла. То есть она погасла на DTS HD Hi-Res. Слушайте, а что это было сейчас? Not connected. Ой, ребят, я что вообще ничего не понял. Мне аж интересно стало. Переподключаемся, но я такого не видел. И ситуация получилась такова, что он выдал на тюнер, на ресивер какой-то код и включился в VTuner при проигрывании Dolby, вернее DTS SFX. Давайте тогда другой DTS ролик попробуем. Давайте DTS ядро через VLC. Потому что мне очень стало интересно. То есть это не баг самого Smart TV Box, это баг какого-то из протоколов. И попробуем DTS HD Hi-Res должен заработать. Есть? Нету DTS HD Hi-Res. Он включился один раз на DTS HD Hi-Res и все, и пропал. Давайте еще раз попробуем HD Master. Кстати, HD Master он пробрасывает как DTS HD Hi-Res, а DTS HD Hi-Res не хочет через VLC. Это очень странно. То есть будем считать, что DTS HD Hi-Res нет, просто его нет. А нет, через раз. То есть он работает через раз. DTS HD Hi-Res все-таки заработал. Хорошо, с тестовыми роликами мы закончили. Тяжелый фильм воспроизводит. Ну что, попробуем теперь скорость копирования нашего SSD диска. Скопируем Samsung вот этот вот тестовый ролик, большой достаточно. Копируем и вставляем во внутреннюю память. Будем надеяться, что она достаточно быстрая в downloads. Вставить. Ждем. 45 мегабайт, 44 мегабайта в секунду, 43,8. Слушайте, а скорость-то неплохая. 43 умножить на 8, это 344 Mbps. Норм, это при копировании. Тут нужно еще учитывать скорость внутренней памяти. А вот кроссплатформенный диск-тест показывает нам на блоках в 4 мегабайта 80, почти 80 мегабайт в секунду. Сейчас посмотрим, что он нам показывает. 77,43. Это неплохая, очень неплохая скорость. Это знаете сколько? 77 умножить на 8, это 616 Mbps. То есть это на запись. А на чтение у нас 140 мегабайт в секунду. Это тоже отличная скорость чтения записи. Так что SSD у нас здесь работает с хорошей скоростью. Можем не бояться записывать на него огромные торренты и смотреть их с этого самого SSD. Слушайте, норм. А давайте внутреннюю память с вами протестируем и будем понимать, насколько у нас разнится с внутренней памятью скорость записи и чтения. Вот внутренняя память, это и было ограничение от 45-48 мегабайт в секунду. Поэтому SSD побыстрее работает у нас, чем внутренняя память. Это было на запись у нас. На чтение 131 мегабайт в секунду, тоже очень-очень неплохо. Но при копировании мы с вами имеем какое-то ограничение интерфейса, то есть это именно запись. Теперь можем попробовать в обратную сторону, должен выдавать порядка 70. Но мы этого уже пробовать не будем, потому что мы с вами видим результаты тестов так на экране. Все, супер. Теперь стандартные мультимедийные тесты в виде YouTube 4К 60 FPS, торренты 4К, 4К фильм онлайн и плюс еще IPTV 4К мы сейчас обязательно тоже тестируем.
4К 60 FPS, включим информацию. Во-первых, включим принудительно на 4К, ой, включили на 2К. На 4К и включим диагностическое окошко. Кстати, это ответ, как включить диагностическое окно. Переподключим теперь, слишком много мы тут с вами запускали. Температура сейчас 73 градуса в YouTube, это действительно много. Кстати, дропит 4К. Почему? В YouTube. Я так думаю, да, он дропит и притом конкретно, я думаю, что это проблема именно перегрева началась. Потому что выше 70 градусов, слушайте, он вообще 4К 60 FPS не воспроизводит. А чего так? Это же 905X3, что за бред? Давайте еще раз запустим, не знаю, задропил. Воспроизводит 0 дропов, работает? Работает, 75 градусов, ребят, и пошли маленькие дропы. Но я предлагаю расширить наши тесты в плане того, что мы должны с вами его попробовать охладить и посмотреть, как это будет работать. Да, мелкие дропы сыпет. Подключаем наш огромный мега-кулер. Ставим его на кулер. Снизу у нас, как вы помните, диффузоры. И ставим какие-нибудь подставочки. Сейчас мы его немножечко охладим. Сейчас у нас придет в чувство. 71 градус. Слушайте, температура понижается сразу. То есть минимальная доработка охлаждения ведет к вот именно к такой работе. То есть он начинает нормально работать. 69,6 градусов. Я думаю, достаточно охладился. Поехали еще раз проиграем и посмотрим, будет ли дропить при активном охлаждении. 72 градуса сейчас, и он воспроизводит все идеально. Я думаю, что температура сейчас еще упадет, потому что вентилятор мы только включили. Сейчас нет ни дропов, ничего, все отлично работает. 69 градусов. Вот дропы, это была проблема конкретно охлаждения. Мы с вами имеем проблему охлаждения. То есть небольшая доработка может привести его вот в то состояние, в которое нам необходимо. Что ж, выходим из YouTube. 4К 60 FPS работает при условии активного охлаждения. Мы это уже поняли, хотя все равно дропит, потому что температура поднимается. Недостаточное охлаждение, вот 72,5, он тормознулся. Ребят, нужно его охлаждать конкретно. Теперь будем пробовать с вами. Так, во-первых, убираем его с активного охлаждения и поехали. 4К фильмы онлайн однозначно. И плюс 4К будем пробовать в торрентах онлайн тоже. Вот самое интересное, в простое он падает температура 65 градусов, 64, потихонечку опускается без нагрузки. В 4К торрентах, вообще просто торренты попробуем проиграть. 4К, темный Феникс, если у нас здесь вот 44,89 гигабайтов, Blu-ray диск Remux, давайте через Elementum попробуем воспроизвести. По идее должен воспроизводить. Мы сейчас без активного охлаждения, вентилятор у нас крутится рядом, приставка у нас не стоит на вентиляторе. И смотрим 48 гигабайт файл. Если сейчас заработает 4К торрент онлайн, и он, что самое интересное, заработал. Ну, он работает. 4К торрент работает, и работает в принципе неплохо. Не знаю, сейчас посмотрим. Пускай работает. Вернемся через некоторое время. Да нет у меня никаких вопросов по 4К торренту онлайн. Это у нас был торрент, сейчас посмотрим, какой именно. Вот на 44,89, 4К торрента он проигрывает. Можем протестировать 4К телевидение онлайн. Давайте 4К каналы на IPTV посмотрим. Слушайте, 4К каналы IPTV работают отлично. Сейчас мы уберем его с охлаждения. Убрали с охлаждения. Посмотрим, насколько он прогреется. Оу, вентилятор. 62 градуса. Пускай проигрывает. Вернемся через некоторое время, чтобы понять, насколько его продавит 4К поток IPTV. Что самое интересное, на 4К потоке, на IPTV телевидении вентилятор вот он отдельно, у нас 60 градусов. Это именно на IPTV, поэтому с IPTV у нас, давайте еще Евроспорт можем запустить. На IPTV у нас вопросов нет. Поехали. А вот на этом канальчике у нас сразу 62-63 градуса. Это тоже 4К, Евроспорт 62. Все равно он падает 63, 62, 64. А вот здесь пошло поднимать пошло. И упало до 62. Все. Выхожу с IPTV телевидением тоже нормально. Что у нас получается по итогу?
YouTube нужно охлаждать, он прогревает приставочку. Торренты с онлайн 4К проигрывает. Плюс у нас фильмы с жесткого диска отлично. Нам нужно с вами проверить транскодирование звука в коде. Здесь, я думаю, у нас не будет никаких сюрпризов. DTS HD и Dolby True HD у нас не будет, это однозначно. Вот мы зайдем на диск, наши тестовые файлы DTS, поехали, DTS Hi-Res, он будет транскодирован в простой DTS, как в принципе и простой DTS 5.1 ядро, он тоже воспроизводит без проблем, пожалуйста. И то же самое у нас будет с Dolby Digital, Dolby Digital скорее всего будет Dolby Digital все будет транскодировать в Dolby Digital и Dolby Digital Plus. Есть такое подозрение. Нет, даже Dolby Digital Plus оно транскодирует в Dolby Digital простой. Поэтому в коде у нас как бы по звуку даже не так интересно, как VLC. Что ж, у нас получается мультимедийка закончилась. FRD. Хотел остановиться на FRD. FRD заработал при включении root. Вот у нас есть доступ. Мы можем включить подбор частоты. Мы видим состояние. Вот он заработал. Автофреймрейт у нас работает. И переходим немного к игровым возможностям. Окунемся в этот мир. Есть Netflix, но я его не обозреваю. Почему? Потому что это черный Netflix. Уже, честно говоря, надоело. Черный Netflix в хреновом качестве. Ты показываешь, что он есть, а потом люди тебе пишут в личку, что почему у меня Netflix на какой-то хреновой приставке, при том, что я предупреждаю, что он здесь хреновый. Говорят, как сделать его в 4К качестве? Да никак, купите сертифицированное устройство. По тестам производительности 3D Mark. iStorm Extreme у нас показал 5459 баллов. Это, кстати, на уровне 905X2 процессора. И вот 9530 тоже на уровне 905X2 процессора. То есть здесь, скорее всего, тоже вопрос в охлаждении. И в Antutu это у нас получается 72 250 баллов. Это, в принципе, тоже на уровне 905X2 процессора. Слушайте, ну пока что вот, кстати, Antutu тоже делался без какого-либо охлаждения. Поехали с вами пару игр сыграем, при этом таких асфальт и танки, наверное, и будем понимать уже, насколько она нам интересна или нет, и прорезюмируем наше видео. Вот видите, мы без охлада стартанули, у нас на старте уже 75 градусов. Насколько это будет критично, давайте играть, смотреть, будут ли профризовки и нагреется ли он выше, вернее, хватит ли ему мощности его для, вот, допустим, Android TV игр, в которые мы играем. В частности, это вот Асфальт 8, слушайте, ну надо охлаждать, потому что я вижу мелкие какие-то протормаживания. 75.1, то есть он тротлит, он сейчас тротлит до 60%, согласно тем тротлинг тестам, которые мы видели. Но я так понимаю, что даже 60% производительности просто-напросто хватает для того, чтобы играть в асфальт 8, скажем так. Поэтому давайте накинем его на вентилятор, попробуем. Слушайте, посмотрим, какая температура у нас будет с вентилятором. Я, конечно, противник вот такого колхоза, там, вентилятора, всего остального. Очень обидно. Очень обидно, что такой Smart TV Box с SSD, с жестким диском, он в неплохом форм-факторе, неплохой процессор, неплохие возможности в плане того, что у нас есть с вами 4х64, 74,6. Да, охлаждение по чуть-чуть ее, конечно, охлаждает, но это будет очень-очень медленно. Но что самое интересное, профризовки исчезли. Ниже 75 градусов она тротлить не будет. То есть здесь нужно делать конкретный охлад для того, чтобы получить какой-то ощутимый результат по игре. Допустим, если мы загрузим сейчас что-то с вами тяжелое, давайте попробуем World of Tanks Blitz. Сейчас мы позакрываем вообще все, очистим. Видим, что у нас температура падает 71,7, 69,4. В принципе, можем уже стартовать World of Tanks. Поехали с вами в бой на охлаждении, а потом в процессе боя просто-напросто уберем с вами его с вентилятора и увидим, насколько быстро он нагреется именно и начнет тормозить или тротлить, или что вообще он будет делать, мы тоже с вами должны разобраться. Стартанули. Давай, поехали. Стартанули, у нас 50 FPS, это средне-низкие настройки.
у нас сейчас 73,3. Не знаю, насколько вам видно вот это вот действие вверху на экране, но 73,3 градуса, 73,1. Она сейчас не тротлит, она дает максимальные 50 FPS. Почему 50? Потому что рекордер у меня сейчас пишет в 50 FPS. Возможно, может быть, больше даст. Не знаю, посмотрим. 49, 50. Поехали. 73,2 градуса, 73,1. В принципе, приемлемая температура для игры, но на активном охладе. А давайте-ка мы сейчас уберем ее с активного охлада и очень посмотрим быстренько, насколько она нагреется до 75 градусов, до порога тротлинга, и будет ли она тормозить. Ух ты, откуда-то прилетела. Ищем того, кто стрелял. Слушайте, а он и без активного охлада как-то не греется. Ну, давай. Тух. Есть, ему чуть-чуть заехали. Не, греется. Только что 74 пробегало. Стоять, всем стоять. Меня сейчас сольют, конечно. 74,1, да, пошел греться, то есть его охлаждать нужно. Выводы неоднозначные. Вот неужели нельзя, проектируя такую приставку, сделать нормальное охлаждение? Там малюсенький радиатор. Я думаю, что если бы по площади поставили радиатор немного больше и сделали бы вообще активное охлаждение. Вот, кстати, сделайте активное охлаждение. Вот как у Белинка на мини-компах. И будет вообще супер смарт-ТВ бокс. Ну, обидно. Он достаточно стабильно работает. На нем можно поиграть, на нем можно посмотреть 4К торренты онлайн, на нем можно все. С таким-то Wi-Fi вообще отлично работающим, мне он нравится. Но момент охлаждения — это основной его минус. И в качестве резюме канал Технозон рекомендует его тем, кто может сам доработать охлаждение. Кто хочет готовое решение с коробки, мы этого рекомендовать не можем. Ссылки в описании под видео. Если вам нравится, ставим пальцы вверх, если нет, пальцы вниз. Обязательно подписываемся. С вами был Bubble и Magicsy N5+ на канале Технозон. Пока, ребят.